Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами начнем читать книгу для внеклассного чтения по учебнику Spotlight за 8 класс, которая называется «Кантервильское привидение». И перейдем с вами к первой главе The Warning – предупреждение. When the American minister, Mr. Hiram B. Otis, bought the large old house called Canterville Chase, everyone told him that he was very foolish. Когда американский министр, мистер Хайрам Б. Отис, купил огромный старый дом, который назывался Кантервильское привидение, все говорили ему, что он был очень глуп. Even Lord Canterville, who wanted to sell the house, tried to tell Mr. Otis that it was a mistake to buy it. Даже лорд Кантервиль, который хотел продать этот дом, пытался сказать мистеру Оттису, что это была ошибка его покупать. «I must be honest with you, Mr. Otis», said Lord Canterville. «There is something strange about this house. My family and I don't stay here very often». «Я должен быть честен с вами, мистер Оттис», сказал лорд Кантервиль. «В этом доме есть что-то странное. Моя семья и я не часто останавливаемся здесь». «But what is so strange about the place?» asked Mr. Otis. «There is a ghost here», said Lord Canterville. «Но что такого странного в этом месте?» – спросил мистер Оттис. «Здесь есть привидение», – сказал лорд Кантервиль. «It visits anyone who lives or stays here». Оно навещает каждого, кто живет или останавливается здесь. My poor old aunt, the Dowager Duchess of Bolton, once felt 2 hands on her shoulders as she dressed for dinner. Моя бедная старая тетушка, вдовствующая герцогиня Болтон, однажды почувствовала 2 руки на своих плечах, когда она одевалась к ужину. The hands were cold and hard, like the hands of the skeleton. Руки были холодные и тяжелые, как руки скелета. My poor aunt was very frightened. Моя бедная тетушка была очень напугана. She became ill, and she never really got better. Она заболела, и никогда ей уже после этого не стало лучше. That is why my family and I do not like to stay here anymore. Вот почему моя семья и я не любим оставаться здесь больше. «Did anyone else see the ghost?» asked Mr. Otis. «Кто-нибудь еще видел привидение?» – спросил мистер Отис. «The Reverend Augustus Dampier also saw it», said Lord Canterville. «Dampier went to Cambridge University, you know. He is very clever and not the kind of man who imagines things». Итак, почтеннейший Август Дампфер также видел его, сказал лорд Кантервиль. Дампфер ходил в Кембриджский университет, знаете ли, и он очень умный, и не тот человек, который воображает вещи. «No, of course not», said Mr. Otis. «Нет, конечно нет», сказал мистер Отис. Далее, ребята. After the terrible thing that happened to my dear aunt, most of our servants left the house and didn't want to come back here to work. Итак, после ужасной вещи, которая случилась с моей дорогой тетушкой, большинство из наших слуг покинули дом и никогда не захотели возвращаться обратно. My poor wife, Lady Canterville, could not sleep at night. Моя бедная жена, леди Кантервиль, не могла спать ночью. She was frightened, and of course, the strange noises that we hear in the halls and in the library make us even more afraid. Она была напугана, и, конечно, странные шумы, которые мы слышали в холле и в библиотеке, делали нас еще более напуганными. «I'm not afraid», said Mr. Otis. «I want to take the house and the ghost». «Я не боюсь», — сказал мистер
Отис, я хочу купить дом и привидение. I come from a modern country where we have everything that money can buy. Я приехал из современной страны, где у нас может быть все, что можно купить за деньги. There is nothing in Europe that we don't have in America. Нет ничего в Европе, чего у нас не было в Америке. If there were ghosts, we would have some too, and there are no ghosts in America, you know. Если есть привидения, мы тоже будем их иметь. Но вы знаете ли, в Америке нет привидений. Lord Canterville smiled. Лорд Кантервиль улыбнулся. I'm afraid that the ghost is real, he said. It's more than 300 years old, for members of my family first saw it in 1584. Я боюсь, что привидение настоящее, сказал он. Ему более 300 лет. Для членов моей семьи, так как члены моей семьи увидели его впервые в 1584 году. Shortly before any member of my family dies, the ghost appears. За короткое время, перед тем, как умирает какой-то член семьи, привидение появляется. Mr. Otis laughed. Мистер Отис засмеялся. I'm sorry, he said, but I don't believe in ghosts. There is no such thing. Извини, сказал он, но я не верю в привидения. Такого нет. Well, smiled Lord Canterville, I hope you are happy in the house, but you must remember that I warned you, and you did not listen to me. Надеюсь, что вы будете счастливы в доме, но вы должны помнить, что я вас предупреждал, и вы меня не послушали. Ребята, мы с вами продолжим читать эту книгу, главу 2. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем счастливо, удачи, всем пока.